А в этом выпуске мы побывали в Национальном конгрессе Аргентины, зашли на русскую ярмарку и разведали новые живописные места на севере от столицы. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ребят, мы сегодня пришли в самое сердце Буэнос-Айреса, в его конгресс, там, где принимаются законы, там, где, собственно, возглавляет это все президент Милей. Вот, это все устроил нам Артем так скажем, с административного ресурса. Устроил. Да, он устроил. У него есть знакомая, которая работает прямо в конгрессе, и она покажет нам, как выглядит это изнутри, не только, ну, скажем, как здание, да, но и как это устроено действительно, и расскажет какие-нибудь тонкости. Вот. Спасибо большое за возможность. Погнали. От души. Все, идемте ко мне. В этом зале всегда присутствуют журналисты, смотрят, как принимаются законы, ну и, в общем, со стороны видят то, что происходит, и как коршуны ждут, когда конгрессмены начнут выходить из основного зала, чтобы задать вопросы. И вот сзади меня как раз бренд-волл, это пресс-зона, именно все телевизионные включения отсюда. Кстати, заметил такое отличие от других, так скажем, дум, конгрессов, что здесь есть балконы, как в театре, и типа как будто бы для зрителей. Вот. Ну и интересно выглядит, что в полукруг все расположено. Там, видимо, выступающий находится, здесь комиссия. Вот. В общем, здесь принимаются законы Аргентины. Представляете, в этих столах для депутатов есть пепельницы. То есть раньше они тут сидели, подолгу принимали решения, даже курили. Это, видимо, как раньше в самолетах можно было курить. Вот с тех же мохнатых времен это осталось. Вот так вот. Так пахла свобода. Да, ребят, вот еще одно помещение, где принимаются законы. Оно очень красивое, в итальянском стиле. И используются там колонны, золото, мрамор. В общем, монументально все. Мы, знаете, что подумали, что это кальянная зона. То есть после того, как они там проголосовали, они приходят сюда, здесь такие же диваны и столы, как будто вот сюда реально кальяны приносят. Вот. Единственное, вот эти диваны еще не прожженные. А так выглядит очень похоже. Ребят, поделюсь секретом. Я слабо понимаю, что там на экскурсии говорят, поэтому чат GPT. Я сфотографировал изображение, сверху которое стеклянный вот этот купол витражный, и спросил, что это такое. И мне чат GPT прекрасно все рассказал, что это изображение витража из зала провинций.
в здании Национального конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе. Этот витраж представляет собой символическую композицию, отражающую экономическое развитие страны с элементами, представляющими сельское хозяйство и промышленность. На витраже изображена фигура, символизирующая Аргентину, окруженная виноградниками и сельскохозяйственными инструментами, что символизирует процветание и труд. А вообще зал провинции, это типа очень важное место, где проводятся встречи делегаций, торжественные мероприятия, и этот зал отличается своей высокой художественной ценностью и уникальными декоративными элементами, такими как витражи и мраморные колонны. Вот, я узнал из чата GPT больше, чем на экскурсии, поэтому, нет, в принципе, я им очень пользуюсь вообще во всех вопросах по работе, в житейских делах, на экскурсиях. Что-то увидел, не знаю, что это, сфотографировал, он распознал, рассказал. В общем, просто бомба. Это лучшая вещь, за которую я плачу $20 в месяц. Просто офигенно. Интересно, очень прикольное состояние такое. Я не знаю, интересно, кстати, если сравнить, в Кремле есть такие экскурсии? Это почти как в Кремль сходили на русский манер. Интересно. Прям. Или в Белый дом. Или в Белый дом. Прикольно. Мне понравилось. Мне очень понравилась архитектура внутри. Выглядит очень красиво. На этом моменте Артем меня прервал, показывая водометы за зданием Конгресса, но резюмирую, место очень мощное и красивое, нам понравилось. Ну что, ребят, у нас будний день, середина дня. Мы думали сегодня вообще с Любой встретиться, поехать погулять, красивые места посмотреть. Но погода Любе не понравилась. А мне эта погода прям вообще заходит. Такая туманная, немножко влажная и чуть-чуть пасмурная. В общем, погода для уединения, для размышлений. Дашуля у меня там что-то уже вымоталась эмоционально. Какая-то все время грустная ходит в последнее время. Я спросил, почему. Устает, просто устает. Дочка что-то спит плохо по ночам. Видимо, зубы режутся. И Даша встает очень часто ночью, поэтому какая-то уставшая. А так как Тея встает по ночам и там куксится, меня, видимо, организм включил звуковой купол. Режим звуковой купол. И я сегодня дал храпака. И, девчонки не спали из-за меня в том числе. Зато я их вообще не слышал. Вот такая реакция организма. Поэтому я уже с утра поработал, много дел сделал. Сейчас в обед взял Тею, и мы пошли гулять. А в это время Дашуля спит. Надо высыпаться тоже. Мне нужна веселая и улыбчивая жена. Не такая. Поэтому пускай отдыхает. Сейчас пятница, вечер, а мы, кстати говоря, не где-нибудь в баре. Мы идем играть в волейбол. Стас, мой товарищ, вытянул меня сегодня на игру. Я давно собирался, но видимо, нужен был какой-то компаньон. Короче говоря, нашли группу в Телеграме. Я давно в ней на самом деле состою. В группе в Телеграме забронировали место. И, в общем, все, идем играть в волейбол в парке Лас-Эрос. Кстати, здесь очень много народу. Я думаю, что это популярная история. В общем-то, на том мой волейбол и закончился. Решил я не играть в этой грязи. Реально некомфортно. Как
Как-нибудь, видимо, когда будет тепло, поиграю на песке. Либо, может быть, найду какую-нибудь площадку, где не так грязно, чтобы можно было в кроссовках для зала поиграть и не убить их. Вот, а сейчас мы идем на ярмарку Аврора. Это ежемесячная русская ярмарка. Хотим посмотреть, что там будет на этот раз, кто будет выставляться, чем будут кормить, что будут показывать. Песни, пляски, игры, розыгрыши, подарки. Ну и, конечно, знакомые. Вот, поэтому едем опять на ту же точку и оценим, как все это сделано в этот раз. Ну да, как всегда, много народу. Еды, кажется, меньше, всяких поделок больше. Есть шашлык, нашел даже том-ям и пад-тай. Вот, короче, да, есть на что посмотреть, есть что попробовать. Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте. Да, что изволите? Не знаю, что-нибудь изволю. Попробуй вот это вот, просто попробуй. Вот можешь руками, можешь зубочисткой, если не брезгуешь. Курица и И не курить. курица. Карпаччо и соловел из говядины. Ну да, прикольно. А мы Да. даем. Одну порцию? Это просто Быстро прикольно. он такой. Просто прикольно. Нет, так не работает. Так не работает. Прикармливаешь. Ну, в общем, хотел я взять том-ям, ожидание 30-40 минут, пад-тай чуть меньше, шашлык тоже ожидание, в общем, за все ожидание. Вот, ничего я не взял в итоге, поеду домой, у меня плов там стоит, просто здесь все гуляют с пловом да с борщом, а у меня плов дома стоит. Ну, в итоге пообщались вот с Олегом, поздравили его с днем рождения, встретили Колю с Фаей, еще Любу встретили, еще ребят. В общем, со всеми повидались, едем домой. Ярмарка — это не обязательно про то, чтобы купить, но и пообщаться. Ну что, ребят, у нас середина недели. Мы решили прогуляться сегодня во второй половине дня. Я специально освободил ее от всех дел. Идем на станцию и едем вдоль берега реки Рио-де-ла-Плата, туда, вверх по течению, на север, смотреть всякие красивые места. И едем не одни. Здесь очень миленько. Заходи. А как заходить? Сейчас, Суби есть? Нет. В общем, пришла с сумкой вон. Идет по платформе медленно. И злится зачем-то. Чё злиться? Ну-ка. Все как ты любишь. Место в первом ряду тебе сейчас. Просто. А чё злиться? Да, потому что, блин, водитель, я просто... У него как водитель, я ему говорю, мне нужна Митра. Просто слюнями вот эту, я такая, господи, чувак, за что ты мне это послан сегодня? Вот просто за что? И я говорю, да мне нужна Митра. И он не понимает, что такое Митра. Я ему говорю, ну, Калхан, я же выбрала Калхан по твоей метке. Он мне привез на начало района, говорит, Калхан? Я, класс, вообще, давайте. В итоге мы, ну, как бы я начинаю искать это Митра, я ему меняю, я не понимаю, куда конкретно ставить. Думаю, ладно, уж пусть в это кафе. И когда мы приезжаем, это, знаете, вот из серии Митра! Только в этот раз было Трен! Я, класс, жалко, что ты не сразу. Здрасте. Мы, значит, сидим, зашли в поезд, сидим, общаемся, и опа! И вот встреча. Ребята тоже едут в Тигры, тоже по этому же маршруту. Вот, в общем, не случайно это все. Они еще так сказали, что они на пару дней. Я подумал, в принципе, можно? Посмотрим. Да, нам идти куда вообще, да. Аж завидую, знаешь, вот даже просто... Да, мы доехали до конечной Бартоломея Митры. И нам пересадочку надо сейчас сделать на уже Трен де ла Коста. И начнутся уже красивые виды.
как тебе вокзал? Вообще классный, слушай, вообще такой красивый, современный. Вообще прям класс. Мне Уютный очень нравится. прям. Уютный, да, очень классный. Вот, наша первая станция, это буквально третья от конечной. Здесь находится ресторанчик прямо на станции и, как говорят, прекрасный пляж. Но мы должны проверить. Слушайте, а здесь красиво оказалось. Здесь прям вид на воду, и она не коричневая, а прям реально красивая. Представьте, это самая широкая в мире река Рио-де-ла-Плата. Вот в этом месте не видно того берега. Она очень широкая. Порядка, что-то, в разных местах от 40 до 60 километров. И прекрасные виды Буэнос-Айреса отсюда. Вот, и вот, в общем, так как разгар зимы, мы решили сесть на улице. Потому что минимум 20-ка сейчас на улице, очень хорошо прям. Вон, девчата прям вообще мурлыкают, как кошки весенние. А ресторанчик-то какой, прямо на станции, очень красиво, камерный, уютный. И с видом на воду, вот прямо на берегу. Знаете, вот что-то куда ехать? Несмотря на то, что середина зимы, мы не выдержали этого солнца. Реально, 10 минут на солнце, и мы чувствуем, как мы начинаем обгорать. Оно тут просто нещадное. Вот. Поэтому мы пересели в зал. И здесь, кстати, очень хорошо. Нам принесли всякие намазочки, хлебушек. Ой, вот это вот я еще не пробовал. Они какие-то все вкусные. Это вот такой, опять сковородку еды мне принесли. Я не рассчитывал на такие объемы, но, видимо, буду делиться, короче. Буду делиться. Я не смогу. Долго несли, но много. Надеюсь, еще вкусно будет. Ну что, ребят, было вкусно, много и дорого. Вот. Но, кстати говоря, у меня... Ну что, малыш? Отняли книжку у ребенка. Мы вот сидели, когда за столом, было четкое ощущение, что мы реально где-то в Европе, в какой-то, как будто Швейцария одноэтажная, где вот эти поезда ходят, где богатые европейцы сидят, и так очень уютно. В общем, место действительно хорошее, понравилось. Конечно, не на каждый день, но заехать сюда разочек чисто для атмосферы, наверное, стоит. Ну, на самом деле, времени до темноты нам хватило совсем немножко, чтобы просто доехать 2 станции дальше и прогуляться вдоль яхт, вдоль реки, по очень красивым районам, частный сектор, домики очень такие интересные, сделанные архитектурно, красивые ящики для писем, вот такие, которые отдельно стоящие, ну, как в фильмах прямо. Вот. Мы погуляли немножко вот по таким районам, пообщались, поболтали, очень как-то прям душевно. И все, мы на станции, выдвигаемся в сторону столицы. До дома ехать, я думаю, нам где-то полчаса. Вот. Очень красивый маршрут. Мне это направление реально нравится. Здесь действительно есть что посмотреть, довольно много. Вот. Поэтому мы оставим его не закрытым. Нам еще много чего есть тут исследовать. Вот. И обязательно сюда вернемся, но уже будем продвигаться дальше. А на сегодня все.